Львица медленно умирала под тысячами мух. Вы не поверите, кто ее спас. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В огромном прайде из 8 львов, живущем на южной окраине заповедника Масаи-Мара, самой сильной львицей была та, что получила имя Наира, с золотистым мехом, острыми глазами и величественной походкой. Одним жарким днем Прайд заметил одинокого носорога, идущего в поисках воды. Под руководством Наиры львы молча приблизились к гигантской цели. Используя тактику окружения, носорог почувствовал неладное, отступил и приготовился дать отпор своим большим острым рогом. Когда Наира первой бросилась в атаку, носорог, пораженный ее смелостью, рванул вперед яростно, пронзив рогом плечо львицы. Она упала, застонала от боли, а Прайд в панике отступил, оставив свою предводительницу лежать без движения посреди высохшей равнины. Львица попыталась подняться, но глубокая рана погрузила ее в агонию и изнеможение. Она лежала, тяжело дыша, наблюдая, как исчезают ее соплеменники. К вечеру начался сильный дождь. Холодные капли падали на неподвижное тело Наиры. Она лежала, свернувшись калачиком, дрожа в мокрой траве, не в силах сдвинуться. Раны начали инфицироваться дождевой водой, плечо показывало признаки некроза. Мухи налетели роями, покрывая ее тело, особенно гнойные участки. Они ползали по морде, за ушами, вокруг глаз, делая почти невозможным открыть их. С наступлением ночи слушалось только стрекотание насекомых и затихающий стук собственного сердца. Всю ночь она не ела и не пила, лишь задыхалась, словно отсчитывая последние минуты жизни. На следующее утро мухи все еще роились по ее телу, заползая в уши и нос. Наира больше не могла рычать или стонать. Лишь дрожала и хватала воздух, над львицей начали кружить стервятники, ожидая ее смерти. Именно тогда вдали раздался звук джипа рейнджеров. Последний шанс. Двое рейнджеров, Малик и Оуэн, находившиеся на обычном патрулировании, увидели издалека неподвижное тело львицы. Сначала они подумали, что она мертва, но Малик заметил едва уловимое движение груди. Они медленно вышли из машины, держа в руках пистолеты с транквилизаторами в состоянии повышенной готовности, но Наира не реагировала. «Ее не нужно усыплять, она слишком слаба», — прошептал Оуэн. Малик достал флакон с реанимационным препаратом и быстро ввел его в вену. Они добавили солевой раствор с витаминами и мягкими противовоспалительными препаратами. Мухи продолжали роиться, поэтому Оуэн использовал временный спрей от насекомых, чтобы облегчить первичную обработку. Рана была сильно некротизирована и явно инфицированы. Малик связался с командным центром, запросив спасательную машину и ветеринарную бригаду. Они сидели рядом, охраняя Наиру, и следя за окрестностями. Львица получила новое имя — Луми, что значит «искра», потому что в ней еще теплилась надежда. Когда приехала спасательная команда, они подняли ее на носилки с осторожностью, будто спасали драгоценную жизнь, и колонна устремилась к центральной ветеринарной станции, вступая в гонку между жизнью и смертью. В центре охраны Масаи-Мара ветеринарная бригада немедленно отвезла Луми на срочную операцию, главный врач Амани и ассистент Джем оценили состояние. Ей ввели антибиотики широкого спектра, обезболивающие и общую анестезию перед хирургической обработкой. Амани и Джем специальным инструментом удалили всю мертвую ткань, очистили рану, а медсестры непрерывно дезинфицировали участок и впитывали кровь марлей. За 3 часа раны были обработаны и зашиты антибактериальными швами, после чего забинтовали.
Затем ее аккуратно перенесли в послеоперационный блок и разместили на мягком, чистом матрасе. А Мани решил наблюдать за ней круглосуточно, чтобы предотвратить септический шок и гипотонию. Для обогрева поставили специальные лампы. В стерильной среде мух больше не было. В первый день Луми не могла открыть глаза, но жизненные показатели медленно стабилизировались. На второй день она приоткрыла глаза на несколько секунд, осмотрела комнату, затем снова закрыла их в изнеможении. Персонал подбадривал ее. «Держись, искра, не гасни». Центр жил в ожидании чуда от львицы, воина, оставленного Прайдом. Спустя 10 дней интенсивного лечения Луми смогла встать и сделать первые медленные шаги. Ее перевели в полудикий вольер с настоящей травой, солнцем и тенью, где врачи продолжали следить за ее здоровьем и одновременно позволяли ей привыкать к природе. Она все еще хромала, но глаза стали острыми, внимательными и спокойными. Швы затянулись, превратились в новую кожу, оставив длинный шрам. Луми начала есть сырое мясо, ее охотничьи рефлексы постепенно возвращались. Каждое утро ветеринар приходил к ней как к неотъемлемой части ее дня. «Наша сильная девочка вернулась», — сказал Малик. Когда рана зажила полностью, Луми переселили в полудикий вольер, где ее история стала частью образовательной программы по охране природы туристы. Со всего Масаи-Мара приезжали посмотреть на львицу с длинным шрамом на спине, фотографировали и слушали рассказ персонала о ее спасении. Многие плакали, узнав, что ее бросил Прайд после неудачной охоты на носорога. Фотография Луми, стоящей среди травы с длинным шрамом, разошлась по соцсетям. Позднее руководство решило привести самца льва по имени Кито, спокойного и одинокого, который тоже когда-то пережил ранение. Луми сначала относилась к нему настороженно, но спустя несколько дней они лежали рядом под тенью дерева, деля еду и воду из одного искусственного озера. Со временем Луми стала доверять Кито, порой терлась головой о его плечо под полуденным солнцем. В ее жизнь пришла новая глава — без битв и одиночества. Они стали особенной парой, полюбившейся туристам. Луми, маленькая искра, когда-то стоявшая на пороге смерти, теперь обрела дом и любовь. Заповедник Масаи-Мара продолжает рассказывать историю о шрамах и выживании, напоминая, что среди суровой природы раны это не только боль, но и свидетельство надежды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.